Привет, друзья! Сегодня будет продолжение видео, посвященное выборам, которые затеяла власть, к которым она активно готовится. Да, впрочем, и Запад тоже считает нужным и дал сигнал, что выборы в Украине, независимо от ситуации, проводить нужно. В прошлом выпуске я разобрал всех кандидатов, которых так активно пиарит пресса, которые участвуют во всех там в телеграм-каналах, вопросах, в принципе, самых медийных людей, которых рассматривают на эту позицию. А сегодня я хочу вам рассказать о человеке, которого я вижу, но не агитирую. Скажем так, которого я бы хотел видеть президентом Украины, потому что у нас с вами просто не осталось реальных вариантов. Вообще мои постоянные зрители знают, что я видел на этой позиции, опять же, из реального. Это Владимира Поперечнюка, соучредителя Новой почты. Каждое отделение Новой почты могло бы стать агитационным пунктом, не надо никаких палаток, ничего. Вкинуть денег в пиар, в медиа, через 3-4 месяца его бы знали все, 95% была бы узнаваемость. Бизнес у всех на глазах вырос с малого до крупного, пользуется вся страна, экономику понимает шикарно, но я вижу, что он не хочет. Скорее всего, боится за бизнес. Украина такая страна, где, конечно, с политическими конкурентами расправа будет очень быстрой. Поэтому сегодня говорим о том человеке, который имеет все шансы, и я думаю, внутри себя рассматривает такой вариант. Это командующий ЗСУ Валерий Федорович Залужный. Я хочу вам сказать, что сегодня, если взять военно-политическое руководство Украины, это единственный, вы можете себе представить, единственный человек, который в принципе на себя не называет никакого негатива, абсолютно не скомпрометирован, ни разу не высказался о политике, то есть ведет абсолютно правильную линию. Единственное, что на него упало, это всякие русские фейки или там еще всякие грязные моменты. Но, по сути дела, мне сейчас этому человеку придавить нечего. Про тот беспредел, который мы иногда видим, вернее, не иногда, а часто, там главное не путать, где ЗСУ, а где Минобороны. Но сегодня не об этом, давайте сегодня о политике, поскольку мой канал в большинстве своем о политике. Понимаете, у нас просто нет никакого выбора, у нас просто нет никаких вариантов. Нам просто жизненно необходимо, чтобы Залужный, я думаю, он не сильно хочет, а может быть не хочет вовсе, но я хочу, чтобы Залужный баллотировался. При таком раскладе у Зеленского не останется никаких вариантов, как провести выборы во время войны. Или его порешают так, чтобы сделать это в ДИИ даже во время военного положения. Или они на время снимут военное положение, введут чрезвычайное положение. Или эти же решалы придумают какую-то другую комбинацию. Но если представить, что Залужный идет на выборы президента, баллотируются и выборы состоятся после войны, то Зеленский проиграет без шансов. Но если во время войны, то, конечно, Залужному, я думаю, его совесть, репутация, самоуважение и понимание серьезности ситуации просто не позволит заниматься политикой во время войны, когда нет еще победы. Я вам хочу более детально аргументировать, почему я так думаю. Во-первых, Залужного фактически идеальная биография, и я думаю, если ему не баллотироваться в президенты, то он получит очень серьезную должность, возможно, даже в НАТО. Ни одного кривого негативного слова я о нем не читал, я уже обо всех фактически прочитал в западной прессе, кроме Залужного, что еще раз подтверждает то, что я сказал в начале этого видео. Но одна очень важная деталь, попрошу обратить внимание. Я не призываю к военному перевороту, и не дай бог, чтобы Залужный в такой роли, как Пиночет, пришел. Я не хочу этого. Более того вам скажу, я кроме Залужного не считаю, что кому-то нужно вообще идти в политику, хотя я знаю и вижу уже прекрасно в медийном пространстве, как действуют некоторые военные, или как это правильно сказать, родственники военных, которых офис президента уже активно пиарит через свои медиапомойки. И эти люди точно окажутся в каких-то списках, каких-то кандидатах. Это все ни о чем, и я бы очень хотел, чтобы ЗСУ так и оставалось почетом, а не индульгенцией, когда, скажем так, не очень хорошие люди начнут на этом делать политическую карьеру. Итак, становится вопрос компетенции. Все мы с вами видели Зеленского, абсолютно некомпетентный человек, несмотря на то, что пришел как бы не из политики, хотя по сути политическая сатира и уровень 95-го квартала это и есть та самая политика. Точно так же, как сейчас YouTube-канал крупный тоже является политикой, и иногда покруче, чем место в Верховной Раде. И фактически это уже новый вариант СМИ, просто не все это еще поняли. У Залужного чуть-чуть другая история. Он умудренный опытом. Он, пожалуй, имеет такой жизненный опыт, уникальный, таких людей, наверное, на всей планете очень мало. И в чем важность момента? Я убежден, насколько я разбираюсь в людях, насколько я чувствую Залужного, он тот человек, который не будет себя окружать проходимцами типа Гетманцева, Марченко
или ставить главой своего офиса кого-то типа Богдана, Ермака. Мне кажется, этот человек намного глубже, и он будет идти по такому пути, когда, если он не разбирается, а я убежден, что Залужный не разбирается в экономике, и в этом нет ничего страшного, это абсолютно нормально. Он, как профессиональный человек, должен оставаться главным профессионалом своего дела. Он профессиональный военный, как видим, нереально высокого уровня. Так вот, он просто должен себя окружить людьми в соответствии с своей идеологией, а я уверен, она у него тоже есть, и подобрать человека на экономику, на медицину, на внешнюю политику, преемников ЗСУ поставить, и так по каждому направлению. Я не думаю, что Залужный, в отличие от Зеленского, не сможет считать, когда кто-то ему создает теплую ванну или просто-напросто вешает на уши лапшу, как это происходит сейчас. Я единственное, что сделаю ремарку, я, конечно, отозву все свои слова, если Залужный когда-то пойдет в президент и скажет: дорогие друзья, я социалист или я коммунист, но это так, из разряда фантастики. Я еще раз говорю, я уверен, что этот человек гораздо глубже. Понятное дело, что мы сейчас с вами можем только рассуждать, думать, гадать, но это тоже важно. Публичная дискуссия важна. Так это происходит в Америке, во всем цивилизованном мире, но я знаю, что в офисе президента совершенно другая говёная информационная политика и мнение на этот счет. А я уверен, если Залужного посадить в более спокойной обстановке, взять у него интервью не о войне, а о политике, дай бог, если он будет баллотироваться, мы узнаем очень много интересного, этот человек раскроется совершенно с другой стороны. Я еще раз повторяю, у нас с вами просто не осталось вариантов. Весь этот шлак, который я перечислил в прошлом видео, это смешно просто-напросто рассматривать. У меня кроме Залужного, про Поперечника я уже сказал, у меня кроме Залужного просто никто не приходит в голову. И я хочу и в этом видео сказать и повторить. Выбросьте себе из головы вот эту мантру, которая сейчас навязывается фейковой социологией, проплаченными политтехнологами и всякими говорящими головами, что Зеленский безальтернативный президент и у него невероятный рейтинг. Я вам хочу сказать, я в последнее время больше уделяю этому внимания, отслеживаю просто какие-то паблики, где там пишут провокационные вбросы типа «А кого ви бачите людиною року зараз?». И я вам скажу, за Зеленского процентов может быть 30-40 отписавшихся. Очень много я вижу тех, кто пишет «Залужный». Это тот случай, и Украина сейчас осталась в такой ситуации, оказалось, когда у нас только один есть выход. Нам просто повезет. Вот нам просто повезет. Как когда-то повезло, что Горбачев развалил Советский Союз. Просто бывает такое, что нужно, чтобы повезло. Но у нас сейчас просто не осталось никаких вариантов. И, друзья, если приходит Зеленский на второй срок, это все, это кранты. Этот человек полностью показал, что он просто-напросто не собирался ломать систему, не понимает, как это делать и не в состоянии собрать компетентных людей. Он собрал людей по принципу мафии, свой-чужой, кто не с нами, тот против нас, и так управляет государством. Это привело просто к масштабнейшему провалу, особенно в плане внутренней политики. И Залужный как раз тот человек, который может это исправить. Просто авторитет на 100% для всех. То есть один взгляд, один разговор, и уже все понятно. Часто, я думаю, и без слов. Бэкграунд идеальный. Уважение на внешней арене 100%. Мне кажется, это просто бинго. Тот самый идеальный вариант для Украины. Самое главное, какой есть уникальный опыт у Залужного, я начал эту тему раньше, не закончил. Понимаете, есть люди, которые, вот я как предприниматель вам расскажу, бывает ставишь какую-то задачу, и сотрудники говорят: невозможно, нереально. Да это не то, да это не будет работать. Я таких людей называю токсичными. А я люблю людей, которые вдохновляют и ставят нереальные задачи. И в принципе людей, для которых нет ничего невозможного и которые готовы быть первопроходцами в каком-то деле. Вот Залужный обладает таким опытом. Он человек, который показал, что когда тебе и в тебя все не верят, ты идешь против течения, добиваешься успеха. Это просто супер качество, еще раз повторяю, то, что нужно сейчас Украине. А если пофантазировать, представьте, как было бы красиво, если бы Залужный объявляет, что я, в отличие от некоторых, иду по-настоящему на один срок и выполняет все, скажем, за 3-4 года и даже досрочно говорит, что я снимаю с себя все полномочия, все, что пообещал, выполнил, а теперь давайте демократические выборы, пусть страна выбирает другого президента. Это просто, и поверьте мне, такие вещи возможны, такие вещи бывали в истории. Но я хочу еще раз подчеркнуть, когда я говорю Залужный, я ни в коем случае не поощряю эти пагубные мысли, которые я сейчас массово начинаю, к сожалению, читать в комментариях, что типа во власть потрібно, щоб зайшли хлопці, які з окопів, или там ребята должны прийти с фронта, выгнать всех с Верховной Рады, сесть на их места. Я против этого подхода. Потому что военный это военный, а для управления государством нужны другие компетенции. Поэтому Залужный в этой ситуации просто исключение,
стечение обстоятельств, и поэтому мы можем на него делать ставку, потому что вот так получилось, ну бывает такое, когда такие люди в нужное время, в нужном месте оказываются в истории, масштаб личности присутствует. Я просто не хочу это сейчас применять массово и ко всем. Я наоборот считаю, повторяю, что не должно быть служба в ЗСУ какой-то индульгенцией, точно так же, как и помощь ЗСУ не является индульгенцией. Я живу совершенно другими критериями и мерилами, и мне жаль, что сейчас Украина скатывается внутри ситуации, когда власть своими дебильными решениями и информационной политикой тех, кого они нанимают для этого, просто массово стравливают между собой людей, когда украинцу уже фактически запрещено улыбаться, запрещено принимать самостоятельное решение, запрещено проживать в конце концов свою жизнь. И самое страшное, что они делают, я на стриме рассказывал, формируют культ личности в Украине. Это признак нехороших вещей. Но в принципе коротко я вам рассказал. Ни в коем случае я сейчас это не говорю как панацею. Ни в коем случае я сделал ремарку, что я могу отозвать свои слова, если Залужный, скажем так, когда начнет делать политические заявления, окажется, что я ошибся. Я это прекрасно признаю. По состоянию на сегодня просто безальтернативный вариант. Мне очень страшно, что мы постоянно оказываемся, как, например, на прошлых выборах, и я рассказывал уже в том числе, голосуешь против Порошенко, а не за Зеленского. А сейчас они хотят сделать все, чтобы было именно так на следующих выборах. А я не хочу. Я хочу, чтобы мы один раз в истории душой все проголосовали, и сознательно в том числе и головой, за человека, которого мы все хотим там видеть. Очень важно, пожалуйста, если вы за, напишите комментарии. Если вы против, пишите свои аргументы. У вас есть другой кандидат, только давайте без шизофрении, типа Лана Зеркаль, Олег Тягнебок, Фарион, давайте без этой глупости. Я хочу общаться с серьезными людьми. И еще раз, приходится, так уж и быть, приходится повторяться, нет другого выхода. Я сейчас говорю о политике, даже несмотря на то, что сейчас такая тяжелая военная обстановка, потому что я очень хорошо знаю, как в Киеве сейчас уже работают политтехнологи, куда все идет и как все происходит. Если вы думаете, что нужно ждать окончания войны, а потом разбираться, как тоже многие пишут в комментариях, нет. Война закончится, они уже готовы на низком старте, а мы ни к чему не готовы. А гражданское общество нужно, чтобы присутствовало в Украине. И сейчас идеальное место для этого это соцсети, YouTube, для именно формирования этого гражданского общества. На моем канале я только объединяю людей, которые за Украину. Независимо от языкового вопроса, религии, еще там каких-то принадлежностей, кто с Запада, кто с Востока. Ты либо украинец, любишь Украину, гражданин Украины, либо ты за русский мир. За русский мир, до свидания. Если ты любишь Украину, это не значит, что для тебя Зеленский равно Украина, а Украина равно Зеленский. Ты желаешь своей стране победы, ты делаешь все, что ты можешь, но тебе не нравится власть. Абсолютно нормально. Я здесь озвучиваю и продвигаю совершенно другие принципы жизни. Именно те, на которых выросла Америка, до таких масштабов, какая она сейчас, экономических влияний, государства номер один, держава номер один, сверхдержава. Кто-то хочет строить в Украине под маркой патриотизма вторую Россию, но только у нас же хороший Зеленский, а не Путин во главе. Я категорически против этого. И это уже, слава богу, очень легко в принципе отслеживается. И все те люди, которые с головой, они эти медиапомойки просто-напросто не смотрят и этими лозунгами не живут. Вот такие дела, если будет интересно, давайте на стриме это более детально обсудим в воскресенье следующее, отвечу на вопросы. Я думаю, что это важная тема сейчас. Я думаю, что кандидатура Залужного это то, что мы сейчас с вами должны продвигать. И фактически не думаю, что есть люди, которым не нравится Залужный, но нравится Зеленский. Есть такие, которые симпатизируют и первому, и второму. И много таких, как я, которые вообще не симпатизируют Зеленскому, но очень симпатизируют Залужному. Вот давайте в медиапространстве эту идею сейчас продвигать и тиражировать. И давайте, скажем так, начинать работать уже на этом фронте тоже. Спасибо тем, кто досмотрел видео до конца. Если вы первый раз на канале, обязательно подписка, лайк, колокольчик и ваши комментарии. Я повторяю, публичная дискуссия нужна. Мы строим с вами свободное общество, нам тут концлагерь не нужный, ни цифровой, ни настоящий. И вот эти вот культы личности, никто в этом жить не будет. Кто себе это вложил в голову, кое-кто в офисе президента, вы очень сильно об этом пожалеете. Придет время. Пока.